Лед с грохотом упал в воду. Окунув руку в ванную, Игорь поморщился. Еще охладеть. С этими словами он отправился на кухню, где как опытный скульптор выбил из холодильника последние куски льда. Удовлетворенный проделанным, парень отложил нож и поместил содержимое морозилки в железный таз, чтобы отнести в ванную. Его друг наблюдал за этим, замотанный в одеяло, под которыми прятались грелки. Пот струился по распаренному лицу. «Выпей горячего чая», – Игорь кивнул на дымящийся чайник. «Какая температура?» 38,7, хватит, наверное?» «Нет», – откликнулся Игорь из ванной. «Добей до 40, хорошо?» Эксперимент казался ребятам глупым, но интересным. Прочитав о галлюцинациях при высокой температуре, они решили это проверить, в прямом смысле не жалея себя. Егору выпала роль подопытного, а Игорь выступил организатором и ученым. Юноша заранее подготовил холодную ванную, чтобы после эксперимента сбить другу температуру, не говоря уже о том, как долго и тщательно парни подбирали лекарства. В очередной раз, проверив воду, Игорь с улыбкой кивнул. «Готово, наберу чутка снега». Егор не успел ответить, его друг уже схватил ведро и вышел в прихожую. Егор вытер пот со лба и убрал с глаз намокшую челку. Ему хотелось сбить температуру жаропонижающим и плюхнуться в холодную воду. Пока каких-то изменений в сознании парень не замечал. Из последних сил работал обогреватель, из кухонного крана непринужденно бежала струйка воды. Настенные часы размеренно тикали, кружка с обжигающим чаем раз за разом касалась губ. По ощущениям парня, Игорь должен быть вернуться пару минут назад. В очередной раз, бросив взгляд на часы, парень оцепенел. Стрелки исчезли, остался лишь звук. «Тик», — сказали часы. Так, с этим звуком достигла раковины последняя капля. Говорят, человек, находящийся в бреду, видит больше. Спадают защитные механизмы психики. Вещи, которые в адекватном состоянии кажутся невозможными, обретают логику и смысл. Стрелки часов бежали из крана, растекались по раковине паутиной из змей, а время текло по циферблату от цифры к цифре, оставляя след из прошлого. Кухня стала чем-то единственным, но безмерным. Парень не видел ее границ, там, где секунду назад были стены, простирались занесенные песком глыбы льда. Предметы, висевшие на стенах, не утратили своих мест. Их поддерживал воздух. Однажды на этой кухне пожилого мужчину хватил инсульт. Егор раньше не слышал об этом, но сейчас перед ним было подтверждение факта. Покойник отрезал себе пальцы левой руки и, насадив их на нож, клал на хлеб, как куски колбасы. Парень скинул с себя одеяло и грелки, те беззвучно упали на засыпанный песком пол. Зато раздался скрипучий голос умершего. Тот говорил, поедая вместе с тем бутерброд. «Ты старик? Песок с тебя уже сыплется, испачкал тут все». Егор не нашел, что ответить, лишь озадаченно смотрел на окно, за которым по-прежнему был декабрьский вечер. Ноги сами понесли юношу туда, но дальше срединной кухни он не дошел. «Эх!» С досадой воскликнул настоящий старик, пнув ревущий обогреватель. «Даже не познакомился». «Кто вы?» «Яков Ильич Человек». Было непонятно, чем являлась последняя фамилией или определением. «Будем знакомы, спасибо», – запинаясь, ответил Егор. Мертвец доел бутерброд, затем, надавив на культю, оставшийся от отрубленного мизинца, он налил в стакан что-то по цвету похожее на апельсиновый сок. «Будем? Выпьешь со мной?» «Я не пью», – растерялся Егор. «У меня глюки».
Ха, допился-таки, такими судьбами сюда загремел. Хрипло засмеялся мертвец. Откуда-то будто из другого, но близкого к этому миру, раздался звук шагов и щелчки дверной ручки. Наверное, Егор. Отстраненно подумал юноша, теряя связь с разумом. Ему хотелось летать, низко, над песчаным полом, чтобы потом долго вытряхивать песок из одежды. «У меня температура и бред». Покойник странно на него посмотрел, затем с досадой сказал: «Бреда не существует, малой. Все порождает сознание. Мысли они материальные где-нибудь. Хочешь жизнь после смерти?» Мертвец ткнул себя в грудь. «А хочешь, время течет как вода. А кухня? Ха, что кухня? Она у всех разная». Я ебанулся. Эта мысль скользнула по периферии сознания, чтобы вскоре угаснуть. Кажется, снова жар. И действительно, по лбу юноши снова забегали капли пота, тело неистово жгло. Егор снова подумал о птицах, как им здорово в темноте декабря. Взгляд снова упал на окно, единственное, что связывало бред с реальностью. За ним по-прежнему был вечерний зимний пейзаж. «Что, захотел полетать?» – ехидно спросил старик. «Теперь ты можешь вырастить себе крылья». С этими словами он обратился в ворону и, бесшумно разбив стекло, упорхнул прочь. Егор, тяжело дыша, оглядел окружающее пространство. Отключенный от питания обогреватель шумел, а звук его походил на прибой. На столе одиноко стоял стакан с апельсиновым соком. В раковине бежало время, а с часов капала вода, тут же выкипая на горячем песке. Казалось, даже лед под ним таял. «Я настолько горяч», – внезапно подумалось парню, но он сразу отогнал эту мысль. «Надо на холод». После этих слов парень почувствовал, как на спине рвется одежда, как, разрывая кожу и причиняя ему дикую боль, растут крылья. Ими он воспользовался, выпорхнув в окно в холодные сумерки. Бывают дни, как будто бы ты на коне. Все идет по маслу, ты бодр и полон сил. Опьяненный успехом и планами, не думаешь о плохом. А зря. Игорь понял, что забыл ключ, дергая очередной раз за ручку закрытой двери. Он думал о друге, оставленном там, в квартире. Как бы ни поплохело ему, сказал себе парень, отбрасывая мысль о дурном исходе. Как бы ни поплохело. «Егор!» – пинок в дверь. «Егор!» Серия пинков и бессильный удар по ручке, затем по наполненному снегом ведру. «Вот я, блядь, дурак!» Игорь начал паниковать. А если он без сознания, до приезда родителей проторчит, мне пиздец. На смену этому пришли мысли о том, что ругань отца и причитание матери не самое страшное. Как же там его друг, не откинул ли коньки? Додумался ли залезть в ванную, если плохо? Почему он не открывает? Игорь сел у двери и обхватил голову руками. Что делать? Благо, для своих 15 лет он был сообразительным парнем, вспомнив, что соседка из боковой квартиры постоянно теряет ключи и прячет один комплект в щитке на площадке. Юноша оживился. Ключи оказались на месте, а времени для размышления не было. Подросток остро предчувствовал что-то плохое. Не давая предчувствию усилиться, он открыл соседскую дверь. В квартире пахло гарью. Быстро глядя помещение, Игорь убедился, что пожара здесь нет. Холодный пот пробежал по спине. Если не тут, то… Блять! Казалось, волосы встали дыбом. На балкон! Деревянная дверь с трудом поддалась. Он открыл ее, содрав толстый слой пластыря с утеплителем. Пожар! Блять, пожар! С этой мыслью юноша быстро распахнул окно и, высунувшись по пояс, посмотрел на соседний балкон. Его кухня горела, из оконных щелей валил дым, вдруг какой-то черный, обгорелый.
Предмет разбил окно, выскользнув в сумерки, за ним тут же потянулись языки пламени. «Пиздец, блядь, пиздец!» В панике думал Игорь, когда, разбивая остатки стекла, из окна вылетел его друг. Пожарные справились быстро, поэтому большая часть квартиры не пострадала. Проходя по обгоревшему коридору, парень бросил злой взгляд на ванную. Та по-прежнему была полной, разве что вода потеплела. Пришедшая с работы мать в истерике открывала окна, но Игорь не слушал ее. Главное, его друг будет жить. Ожоги оказались не сильными, а переломы, полученные при падении с 3-го этажа, заживут. Егор даже был в сознании, когда скорая увозила его. Кухня. Конечно, досталось. Пнув ногой расплавившийся обогреватель, Игорь порадовался, что друг пришел в себя и смог выбраться. На автомате парень взял с обгоревшего стола наполненным чем-то стакан и отхлебнул холодную жидкость. «Фу, блин, ненавижу апельсиновый сок», – подумал Игорь и еще раз оглядел сгоревшую кухню. Вот же влетит от отца. Позже, когда нервы успокоились, а сопутствующие хлопоты улеглись, парни не раз обсуждали случившееся. Игорь подозревал, Егор что-то скрывает или не хочет делиться тем, что видел в бреду. Парень не мог понять, в чем дело, то ли травмы, то ли увиденное как-то повлияло на друга. Тот стал чаще болеть, больше проводить времени в одиночестве, хотя, как ни странно, их отношения не испортились. Егор начал рисовать необыкновенные картины, они поражали своей сложностью и фантазией. Игорь представить не мог, откуда его друг берет эти образы. На вопросы о них парень уклончиво отвечал: «Да вот, сейчас часто болею, а там времени, знаешь, много. Запираюсь в комнате, думаю, вижу там всякое». Хотя кто знает, что в мире Творца настоящее, а что так называемый бред. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.